Да, друзья, приветствую. Так, ну что нас объединяет, да? А, Прежде всего, взаимовыгодное сотрудничество. И выражается оно в том, что есть у нас хорошие идеи в виде проектов. Вот. А вы наши инвесторы, и эти ваши инвестиции позволяют нам вести работу. Вот. И об этой работе сегодня я хочу сделать небольшой отчет, вот, и рассказать о планах на ближайшее время. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы в чат в письменном виде. Вот. Кстати, вот у нас сегодня новый формат Google Meet. Это связано с тем, что в России YouTube частично работает, да, вот, и трансляция может, не все могут посмотреть. Поэтому переходим в новый формат. Я думаю, что мы его освоим, и он будет вполне даже, очень даже удобным. Позднее, конечно, мы на YouTube также выложим нашу запись по традиции обязательно. Вот. Ну и начнем с чего? Значит, планы на ближайшее время – это уже где-то числа 5-7 начать техническое бурение на участке, который находится на территории села Хунзах. Вот. Сразу скажу, что данный земельный участок нам в настоящее время пока еще не принадлежит, но у нас есть письмо в адрес Министерства, в адрес руководителя Республики Дагестан, которое было переадресовано в Министерство энергетики, да, и Министерство энергетики сообщило следующую информацию нам, что в настоящее время в республике имеется энергодефицит, и министерство способствует развитию новым, то есть способствует развитию энергетических возможностей республики и приветствует, в общем, какие-то новые идеи, предложения компаний, которые связаны с энергетикой. Тем более, что энергетика у нас возобновляемая, то есть она не вредит окружающей среде. Вот. И с этим письмом, с этим ответом от министерства мы обратились в администрацию села Хунзах, вот, и в настоящий момент предварительно мы в устной форме согласовали значит, земельный участок, потенциальный земельный участок, и провели работу по выделению этого земельного участка. Вот, то есть у нас появилось такое постановление о таком земельном участке, да, появились границы земельного участка, и появился планчик, да, такой планчик. Вот. И следующий этап, план земельного участка, следующий этап – это проведение технического бурения с той целью, чтобы мы убедились в том, что данный земельный участок соответствует необходимым требованиям для строительства нашего объекта, первого тестового объекта, предполагаемой высотой более чем 156 метров. Значит, задача данного объекта будет это показать работоспособность технологии, вот, доказать, что объект не несет в себе вред, то есть не вредит птицам, окружающим там, живым существам и так далее. Нет никаких у него вибраций, инфразвука и так далее. И нет у него никакого электромагнитного излучения. Да, и, соответственно, эту технологию можно будет интегрировать уже в обычные объекты. Вот. Чем обусловлено выбор такого земельного участка? Ну, во-первых, там есть хороший ветер, достаточно постоянный, а иногда даже штормовой ветер. Первый объект, он, конечно, должен испытывать на себе максимальные нагрузки. Вот. Второе, есть рядом вся необходимая инфраструктура для строительства, в том числе бетонный завод находится буквально в 15 минутах от этого участка. Третье, значит, просто великолепная природа, и мы будем ожидать, что будут посещать делегации наши, этот самый земельный участок из разных стран, и, соответственно, ну, важно, где такой участок будет находиться. Так, что еще? То есть, ну, после того, когда мы проведем эту самую работу по предварительному бурению,
нужно будет продолжить работу по этому земельному участку. А именно, мы должны будем подать заявление на получение данного земельного участка. После того, когда мы получим то есть после того, когда мы получим решение о том, что данный земельный участок выделяется нам, возможно, это будет через аукцион, возможно, это будет без аукциона. Здесь надо смотреть законодательство, да, то есть мы его уже, в принципе, посмотрели, и если деятельность относится к энергетике, возобновляемой энергетике, то, в принципе, земельные участки выделяются без конкурса, с одной стороны. Но с другой стороны, наш объект, он инновационный, и наш объект не соответствует тем СНИПам, которые уже существуют. То есть не соответствует не потому, что что-то мы там не удовлетворяем требования, да, какие-то, а потому что таких еще объектов у нас не было, и, соответственно, и СНИПов не появлялось. СНИПы ведь они появляются после того, когда появляется та или иная технология. Вот, поэтому, может быть, это будет без конкурса, может быть, это будет с конкурсом. Ну, в принципе, тот и другой вариант нас удовлетворит. Самое главное, что местная администрация, она на позитиве, они за то, чтобы такой объект появился на территории их поселения. Так, что у нас еще? Ну, пройдемся, друзья, по новостям, да. Вот смотрите, у нас, кстати, кто-то в чате писал, что вот что-то ничего не происходит и так далее, но тем не менее у нас вот с 3 декабря, вот у меня в руках более чем 30 листов, которые так или иначе несут в себе какие-то новости, какие-то движения. Поэтому, ребят, добавляйтесь в новостной чат или чаще заходите на сайт и обращайте внимание на то, что новостей на самом деле достаточно много. Вот, например, мы в Республике Беларусь достигли 8-го этапа относительно патентования проекта «Вода». Это было у нас еще в декабре. Также в декабре мы вот направили письмо в адрес руководителя Республики Дагестан. Ну и вот, как видим, имеем хорошие позитивные результаты, связанные с нашим письмом. Так, и, кстати говоря, мы ведь... ну сейчас мы до этого дойдем, да? Да, расскажу. Так, у нас по проекту транспортно-логистическая система города, или проект «Город логистика экосистем» во Франции мы также получили патент, достигли 8-го этапа, с чем я вас, друзья, поздравляю. Так, что у нас там? Также мы по проекту транспортно-логистическая система города получили в Дании патент. Вот, подготовили концепцию для проекта НЕОМ в Саудовской Аравии. Значит, есть у них такая локация, как Зардун. Я считаю, тоже важная работа, которая нам помогает на себя обращать внимание. Вот, и, ну, пока, честно говоря, какой-либо обратной связи мы не получили. Но я уверен, что ролики эти где-то гуляют, и в какой-то момент они попадут на стол к тому, кто принимает решение, каким быть тому или иному поселению, вот, инновационному в Саудовской Аравии. Поэтому в какой-то момент может случиться необходимый контакт. Так, по проекту «Вода» у нас 7-й этап в Соединенных Штатах Америки уже достигнут. Я думаю, что до конца лета мы уже и в США можем получить патент. Ну и в конце концов, с помощью нашего уважаемого шейха, всем известного в Дубае, он нам организовал встречу с директором компании «Дива». «Дива» — это компания, которая занимается энергоснабжением и водоснабжением Дубая. В общем, она одна единственная, да, значит, как это, монопольная организация, да. И, собственно, состоялся у нас с директором диалог вот, этой компании, и выражен был интерес к нашей технологии. Значит, мы просили у них земельный участок для реализации вот нашего первого объекта. Вот, но нам ответили, на самом деле там достаточно много требований, связанных с безопасностью.
с устойчивостью, и это немного не соответствует стандартам, которые приняты у нас на территории Российской Федерации. Вот, проект у нас готовился, исходя из, собственно, требований российского законодательства на эту тему, да, и некоторые пункты, суть у них та же, но требуют корректировок. Я вот не думаю, что нам стоит сейчас продолжать эту работу с компанией Дивы, потому что достаточно много сил и энергии это будет отбирать у нас, с учетом того, что земельный участок у нас уже появляется здесь, вот на территории Республики Дагестан. Поэтому, скорее всего, мы продолжать работу с Дивой не будем. Ответим им, что, ребят, мы вас в какой-то момент мы пригласим вас уже для знакомства с готовым объектом. И тогда уже, когда мы уже земельный участок у вас просить не будем, тогда вы уже будете просить, чтобы мы вам продали лицензию на использование нашей технологии. Ну, пока, конечно, все это мечты, но вполне себе, я считаю, реальное. Так, в Казахстане по проекту «Ветер» также достигнут 8-й этап. Так, это у нас встреча с Дивой. В России по проекту «Вода» мы получили патент. Поздравляю, ребят. Так, в Греции по проекту город транспортно-логистическая система города мы получили также патент. Значит, в Грузии по проекту «Вода» мы достигли 4-го этапа. Представляете, какой объем? Значит, в Чехословакии мы по проекту транспортно-логистическая система города также получили патент. Так, ну и в Новой Зеландии мы достигли 6-го этапа по проекту транспортно-логистическая система. Знаете, вот транспортно-логистическая система города, вот проблема восприятия инноваций – это, наверное, основная вещь. То есть настолько все у нас просто в ней, что людям трудно как-то воспринимать это моментально, да, то есть осознать весь позитив, который может такая технология принести в жизнь людей. Вот. Но те, кто глубоко погружен, те, кто является специалистами, да, в той или иной области, те, кто является профессионалами, они очень высоко оценивают эту самую транспортно-логистическую систему города. То есть, как показывает практика, чем больше знаний у человека, тем больше интерес он проявляет к этой самой транспортно-логистической системе города. Поэтому в определенный момент где-то она должна будет быть реализована, вот, и таким образом уже наглядно также показать свои достоинства и уже, я надеюсь, распространиться по всему миру. Но то, что в будущем именно так будут строиться города, я или наш главный архитектор Руслан, или те, кто глубоко погружен в наш проект, они не сомневаются. Не сомневаются, но пока вот еще предстоит нам работа убедить, донести, что это в себе несет. Так, у нас в Бельгии также получен патент по проекту транспортно-логистическая система города. По проекту «Вода» в Китае мы достигли 4-го этапа. Так, в Индии у нас 1-й этап по проекту «Вода». Также там ведется работа. Вот представляете, в каждой стране, вот те страны, которые я озвучиваю, это значит, что в каждой стране есть агентство, с которым имеется договор, которым выданы все необходимые доверенности. Эти доверенности верифицированы, отправлены, оплачены государственные пошлины в той или иной стране. И есть специалист, который занимается получением патентов в таком, то есть в каждой стране это отдельный специалист. Еще раз я напомню, в Японии японец, да, в Новой Зеландии гражданин Новой Зеландии. То есть огромная команда на самом деле ведет работу, постоянно ведет работу. И это не простая работа, это сложная работа, объемная работа, но она ведется. Поэтому в Новой Зеландии у нас 2-й этап из 8 по проекту «Вода» достигнут. А в Албании мы получили патент по проекту транспортно-логистическая система города.
Поздравляю, ребят. В Эстонии также 8-й этап. Знаете, уже как будто прогноз погоды, да? Страны называешь. Значит, сегодня в Париже такая температура, в Берлине такая, да. А у нас это относится к нашей интеллектуальной собственности. То есть никто, пока действует патент, не сможет использовать эту технологию без разрешения. Вот. Ну а разрешение, оно, конечно же, будет предлагаться за деньги. Вот. И при получении этих денежных средств, эти денежные средства, эта прибыль, она будет делиться между теми, кто наш инвестор. В Финляндии 8-й этап. Значит, это у нас в Финляндии 8-й этап по проекту транспортно-логистическая система города. По проекту «Ветер» в Беларуси мы также имеем уже патент, ребят. Так, ну и в Италии по проекту транспортно-логистическая система города у нас 8-й этап. В Латвии также 8-й этап. В Таиланде по проекту «Ветер» также достигнут 7-й этап. Наш давний друг и партнер Равиндер в Индии принял участие в выставке и презентовал наши проекты. Выставка называлась Smart City Индия. То есть, ну, прям наша вот тематика. Вообще, ребят, по опыту я хочу сказать, что выставки, наверное, это не самый эффективный инструмент продвижения. Почему-то в основном выставки посещают, ну, так люди от нечего делать, наверное, да? Как ни странно. То есть, ну, бывает за выставку 2-3 контакта очень важных, очень интересных, они появляются. Они появляются, и потом в будущем это во что-то вырастает. Поэтому все равно в выставках участвовать надо, тем более, что в этой выставке Такая выставка вообще стоит порядка там 9-10 тысяч долларов, да, но у нас есть российская государственная организация, которая нам оказывает поддержку и компенсирует 90% расходов на ту или иную выставку. Поэтому все это для нас совершенно недорого стоит. Мы продолжаем нашу выставочную деятельность, мы продолжаем расширять круг наших контактов, поэтому в этом смысле мы тоже работу ведем. Так, ну и вот у нас состоялось не так давно интересное знакомство с доктором Басам Тапуни. Он более чем 20 лет находится на территории Дубая, проживает на территории Дубая и в большом количестве строительных объектов принимал участие. И один из них это Атлантис, отель Атлантис. И значит, один из наших инвесторов рассказал ему о технологии транспортно-логистической системы, он заинтересовался. И сейчас мы ведем обмен информацией об этой технологии с той целью, чтобы дополнительно презентовать эту технологию тому, кому это нужно и тому, кому это интересно. Давайте не будем забывать, что, как правило, лица, которые принимают решение, каким быть городу, а каким нет, не так просто к ним зайти, не так просто к ним достучаться. И самое, что интересно, прежде чем стучаться, нужно хорошенько подготовить материал, чтобы это не занимало лишнего времени, и человек все понял. Потому что второй раз редко уже, да, когда можно посетить ту или иную локацию. Ну и поэтому сейчас мы немного корректируем нашу презентацию и готовим, и надеемся, что все-таки нам до первых лиц удастся донести идею транспортно-логистической системы, ну, в том числе и по Индии, да, у него есть хорошие контакты по Индии, поэтому мы эту работу сейчас ведем. Так, ну что, перехожу к вопросам. Так, Вишал Викрам задает вопрос. Я бы хотел узнать у Дениса Тяглина, когда мы получим дивиденды по нашему портфелю, наших акций «Ветер» и прибыль по нашим купленным акциям.
Так, ну, ребят, но прибыль такую мы можем получить, когда мы продадим лицензию. Лицензию мы можем продать, когда мы покажем, как эта технология наша работает. Вот. Давайте, кстати, кто-то в Инстаграм мне также писал сообщение, что я инвестор с 2020 года, по-моему, и я бы хотел понять, когда же я получу дивиденды. Давайте вот не будем забывать, что, во-первых, первое, что мы должны были сделать, то есть инвестиции у нас достаточно скромные были на начальных этапах, да, и первое, что мы должны были сделать, это защититься интеллектуально. Эту работу мы и вели. Затем у нас был ковид. Когда был ковид, то был застой не только в работе, да, но также и по инвестициям. У нас был большой спад, не у нас, а везде в мире, да. И поэтому, когда закончился ковид, это, получается, у нас 22 год, ну, фактически мы постепенно начали продолжать набирать на обороты, продолжали работу по защите интеллектуальной и продолжали работу по поиску земельного участка. Это был Дубай. Вы это помните, эти встречи, и была уверенность в том, что вот прямо сейчас мы уже такой участок получим. Ну, арабская культура– это никуда не торопиться, теперь мы это знаем. На тот момент еще у нас тогда не было информации. И спустя 2 года, в общем, случилась эта судьбоносная встреча относительно выделения такого земельного участка, но мы уже начали рассматривать Дагестан, и поэтому, наверное, вот это будет все-таки Россия. То есть я что хочу сказать, что фактически, да, вы инвестор с 2020 года, но фактически работу мы ведем ну, после окончания ковида. То есть это 23-й, 24-й и 25-й год он только начался, 2 с небольшим года. Ну давайте, значит, сейчас пока про ближайшие планы, да. То есть я сам планирую лично находиться все дни, когда будет проходить техническое бурение в Конзахе. Если кто-то будет рядом или кому-то интересно будет посетить эту локацию, пожалуйста, обращайтесь к нам в поддержку, мы вам дадим точные координаты. Приезжайте, будем рады. Там великолепная просто природа. Вот, вообще это туристическое место, и оно начинает только свое развитие. В сезон порядка 1500 человек посещает водопад Табот. Это примерно в 3 километрах от нашего потенциального участка. То есть там есть что посмотреть, и в гости к нам приехать, и посмотреть чудеса природы. Поэтому будем рады, если кто-то в период, давайте так, с 4 примерно по 10 апреля, по 11 апреля посетит эту локацию, поэтому добро пожаловать. После того, когда мы уже будем иметь на руках документы о том, что этот земельный участок наш, мы планируем арендовать его на 50 лет. После того, когда мы получим такие документы, мы, конечно же, планируем незамедлительно приступить к строительным работам. Так, вопрос от Андрея. Скажите, пожалуйста, как продвигаются дела с новым блокчейном, чтобы была возможность скачивать и открывать ключи, где все видно, оплата, количество долей и так далее, да? Так, но это не новый блокчейн, а скорее прежняя наша версия электронного цифрового ключа. Так, дела продвигаются немного сложновато. Почему? Потому что, как правило, электронная цифровая подпись, она действует на территории определенной страны, определенного государства, да? И у нас было желание найти такую универсальную подпись, чтобы юридически она действовала в любой стране мира. Пока нам этого не удалось. То есть, если мы возвращаем электронный цифровой ключ, то, скорее всего, он будет точно так же действовать только лишь в российской юрисдикции. Вот. А если мы будем пытаться сейчас электронные цифровые подписи организовать в разных странах, ну, это достаточно большая работа. Во-первых, нужно будет ее посетить. Во-вторых, ну, электронную цифровую подпись как физическое лицо, допустим, там в Таиланде я не могу получить. Это нужно открывать юридическое лицо, а это большие расходы, это очень много времени. Поэтому, ну, давайте вернем нашу прежнюю версию, пусть она действует лишь только в нашей юрисдикции, но тем, кому неудобно, они будут пользоваться, значит, тем инструментом, который уже на сегодняшний день мы предоставляем.
Так, вопрос, делается ли новый макет вода? Все время делались новые версии, сейчас нет. Так, смотрите, значит, по макету вода, в связи с тем, что мы фактически переместились на территорию Российской Федерации, работа приостановлена, и если и делать эту версию, то, наверное, уже где-то прямо на строительном участке у нас, да? Поэтому у нас сейчас фокус весь на получение этого земельного участка, на проведение необходимых работ, значит, предпостроечных, да, работ на таком земельном участке, поэтому немного мы это дело отложили. Так, вопрос от инвестора. Если у вас, имеется ли у вас необходимая сумма для строительства этого здания? Значит, в настоящий момент у нас имеется, как вы знаете, у нас более 30 тысяч инвесторов по проекту «Ветер» и более 2000 инвесторов по проекту «Вода». Значит, и у нас есть такая вещь, как инвестиции в рассрочку, и порядка 2,5 миллиона долларов у нас на сегодняшний день люди взяли такие вот рассрочки. Поэтому можно сказать, что они есть. Другое дело, что некоторые опаздывают с платежами, но когда мы с ними связываемся, они ссылаются на то, что вот я был уверен в том, что вы там начнете строительство в 2024 году, а сейчас 2025 год, и есть некоторые сомнения, да, на эту тему. Ну, в общем-то, они никуда не деваются, они по-прежнему наши инвесторы, просто-напросто нужно начать работу на строительном участке, и, конечно же, эти инвесторы, они проснутся, так сказать, и будут продолжать инвестировать, поэтому, как минимум, процентов 60 или даже 70 необходимых денежных средств на строительство объекта, они у нас фактически имеются. Так, соответственно, когда начнется строительство, у нас будет ожидаться, что прибавка инвесторов значительная, потому что все те инвесторы, которые к нам на сегодняшний день пришли, фактически они пришли на пластмассовый макет и интеллектуальную собственность, которой мы владеем. Поэтому с началом строительных работ, я уверен, у нас будет значительная прибавка. Таким образом, мы точно сможем построить объект, в принципе, в установленные нами сроки, да. Так, почему из всех городов выбрали Республику Дагестан? Прежде всего, потому что температура там в основном положительная в зимнее время. Во-вторых, у нас сложился хороший диалог с местной администрацией. Третий момент – это хорошая скорость ветра, иногда даже штормовые ветра, что позволит нам испытать объект в экстремальных условиях, а это нам необходимо. Ну и природа, просто уникальная природа, уникальные люди. Поэтому я считаю, что это очень хорошая локация, очень удачная локация. Так, и еще один вопрос. У вас очень много инвесторов из Индии. Часто проводите выставки там. Почему бы не поискать хороший участок в Индии? Везде есть коррупция, так или иначе. Так, ребят, Индия, если использовать сайт Global Wind Atlas, есть такой сайт. Индия в основном там преобладают спокойные, обычные среднестатистические ветра. Нам для первого объекта все-таки будет лучше иметь в том числе и экстремальные какие-то ветра, экстремальные силы, для того, чтобы этот самый объект наш протестировать. Ну и плюс доступность. Мы должны понимать, что инфраструктура объекта, да, вот эта специфическая механика, она в любом случае, мы должны ее делать в России, потому что если это будет за рубежом, это будет сложнее, может быть где-то дороже и так далее. А здесь вообще в России есть все необходимое оборудование для реализации любого технического устройства. Поэтому будет быстрее, если это будет Россия. Поэтому я надеюсь, что те этапы, которые необходимо преодолеть для того, чтобы начать строительство, мы достаточно быстро их преодолеем и приступим к строительству и быстро достаточно его реализуем. Ну все, ребят, на этом наш эфир на сегодняшний день закончен. Спасибо всем за внимание. До свидания.